Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по нашему плейлисту Qt. Нет, не Qt. Qt, все, вспомнил. Просили меня в комментариях после предыдущего ролика не говорить Qt, говорить Qt, и я вот уже забыл, как нужно было говорить. В общем, у нас было первое занятие, такое вводное, достаточно вводное, непонятное, поэтому если еще не смотрели по ссылочке в описании, обязательно переходите в начало плейлиста и смотрите его, и тоже ничего не понимаете вместе с нами. Ну, а мы сегодня с вами продолжим наш плейлист, и занимаемся мы по книге Николая Анатольевича, вот с фамилией у меня проблема, там Прохоренок он, или куда ударение ставить, не знаю, так что тысяча извинений, если что. Вот, мы с вами, перед тем, как начнем, как обычно, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 65% зрителей, это пушка, результат почти 66%, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажимаем на колокольчик, увидели новый ролик, обязательно смотрим от начала до конца, получаем удовольствие, ну или не получаем. В общем, что-то да происходит. Вот, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что я не смог правильно установить программу, и вот, ну, там, следую инструкциям, вот этому вот всему, потому что в книге более старая версия самого Qt, и, соответственно, здесь была более новая, ну, и там в установке как-то мудрено. В общем, что я сделал? Я просто взял и удалил то, что я заново устанавливал, и в моменте я здесь сделал скриншот, когда мне предлагалось выбрать, вот там была выборочная установка, помните, да, по инструкции, там была выборочная установка, и нужно было вручную что-то вот там выбирать, что-то вот там делать, да, вот здесь вот мы переходили в Custom Installation, и здесь выбирали там какие-то последние версии. Я сделал проще, я просто выбрал Qt 6.6 для десктоп разработки, да, ну там мое лицо еще кусочек, и все, и у меня все это установилось, но единственное, что я еще диск поменял, да, там устанавливается на C, я установил на D, потому что подумал, что 40 гигов буду качать, но на самом деле там скачалось, вот где-то там 1,5-2 гига и скачалось. И у меня в папочке есть та самая папка 6.6 версия нашего Qt, или чего это там 6.6, чего-то, в общем, версия 6.6, да, Qt 6.6, и все нужные инструменты, которые здесь есть, и компиляторы, и все на свете здесь тоже появилось, и Creator тоже есть. Поэтому делаем проще. Если вы в прошлый раз так же, как и я, лоханулись и не смогли установить, то просто удаляем все и заново приходим назад на установку, да, и просто вот эту вот штуку, галочку вот здесь ставим для десктоп разработки, и все. И все нормально устанавливается, все нормально работает. Вот, теперь мы можем с вами, как говорится, продолжать уже по книге. По книге далее у нас с вами было вот это вот дело, большое вот это вот дело, да, вот эта вот штука большая была, я ее тоже уже проделал, и она вот заработала, да, то есть, видите, я здесь путь, ну, мы на C устанавливали в прошлый раз, я переустановил на D, и, соответственно, вот этот вот path, переменную path ввел. Кстати, интересно, расскажите вот в комментариях, напишите пояснение, да, то есть, ну, я вроде бы немножко понял, но вроде бы немножко не понял, то есть, вот он здесь говорит... Пути каталоги можно было бы добавить в системную переменную path, однако мы этого делать не станем, чтобы можно было использовать сразу несколько компиляторов. А вот здесь мы типа это дело проверяем, да, то есть у меня к чему вопрос. Я вот эту операцию делал еще пару дней назад, когда вот тот ролик записал, потом программа переустановила, у меня все заработало, и я вот это вот делал в прошлый раз. И сегодня перед роликом я такой думаю, дай-ка я вот это дело проверю, и оно у меня не сработало, пока я не прописал вот это. Поясните мне в комментариях, то есть вот это вот мы как бы, как это сказать, временно указываем в переменную, временная переменная path, что ли, и вот мы после этого можем вот с этим делом работать, да? Чтобы работать с несколькими компиляторами. Он поэтому здесь и говорит, что мы туда не вносим, чтобы мы могли, когда мы захотели, внести как бы временную переменную path, что ли, и запускать разные компиляторы. Правильно ли я понимаю? Напишите в комментариях, потому что вот стало достаточно интересно. Просто еще раз пришлось вводить вот эту жесть, поэтому стало интересно. Ладно, поехали дальше по книге. Давайте рассматривать, что у нас здесь в программах. Первая команда cd, ну вот у меня здесь на C-диск, да, переходим. Вот это вот программа. Первая программа делает текущий корневой каталог диска C. Вторая команда setPath C. Вот эта вот команда вот до точки запятой. До точки запятой изменяет значение системной переменной path для текущего... он мне сейчас ответит на вопрос, который я вам задал. 1000 извинений, но если написали комментарий, тоже хорошо.
Я понял. Изменяет значение переменной системы, переменной path для текущего сеанса. Вот здесь же все написано. Ой, какая хорошая книга ты сразу стал. Ладно, пути каталога, tools, вот это вот дело. Вот это вот дело, да, вот это вот дело. Вот это вот дело, да? Да. Пути каталогом и, соответственно, вот эти. Мы добавляем самое начало переменной path. Третья команда. Вот эта вот команда, ну, то есть вот эта вот команда. Вот эта вот команда выводит версию программы gcc.exe. Эту программу можно использовать для компиляции программ, написанных на языке C. Четвертая программа выводит версию программы G++ version. Соответственно, ой, хорошее настроение, ой, сейчас смеяться будем много, ладно. Эту программу мы будем использовать для компиляции программ, написанных на языке C++. Ну, теперь понятно, да, то есть, да, получается, вся вот это вот делает для нашего, как это сказал он, сеанса, да, для нашего сеанса переменную path ставит ее на первое место для того, чтобы мы могли использовать несколько компиляторов GCC, компилятор для языка C, и G++, соответственно, компилятор для языка C++. Ой, ну прекрасно и замечательно, вот теперь стало все понятно и стало на свои места. Хорошо, поехали дальше. Вместо выполнения отдельных команд можно написать скрипт, который выполняет сразу несколько команд и отображает результат их выполнения в отдельном окне. Запускаться такой скрипт будет с помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши на значке файла. Для создания файла потребуется текстовый редактор, позволяющий корректно работать с различными кодировками. Советую установить на компьютере редактор Notepad++. Есть, у меня уже такой есть, я уже его подготовил. Вы переходите, вот, соответственно, на notepad++.org, он абсолютно бесплатный, и вот получайте вместе с ним удовольствие, качайте его, и дальше будем продолжать, да? Вот, скачать редактор можно абсолютно бесплатно со страницы. Из двух вариантов архив и инсталлятор советую выбрать именно инсталлятор, так как при установке можно будет указать язык интерфейса программы. Установка Notepad предельно простая и в комментариях не нуждается. Там действительно все просто, проще, чем с кьютом, да? Как бы не сказать куте. А вот напишите в комментариях, как вы говорите, куте или кьют? Куте или кьют? Ладно, окей, запускаем Notepad. Давайте запустим его. Запускаем Notepad. Так, там все, балдеж, видно. Так, запускаем Notepad и создаем новый документ. Консоль Windows по умолчанию работает с кодировкой Windows 866, поэтому мы должны и файл сохранить в этой кодировке, иначе русские буквы будут искажены. В меню кодировки выбираем пункт кодировка. В меню кодировки выбираем пункт кодировка. В меню кодировки выбираем пункт кодировки кириллица. Все, кодировки, кириллица, ну и вот эта вот тема, да? Кодировки кириллица тритарит. Да, вот у нас вот здесь внизу, надеюсь, у вас там видно. Да, видно, вот здесь вот видите, вот здесь изменилось, кодировка пишется. Хорошо. Хорошо разобрались. Вводим текст скрипта, листинг 1.1 и сохраняем под названием script.bat в каталоге cbook. Запускаем скрипт с помощью двойного левого. Так, ну давайте его тогда напишем. Давайте его тогда напишем. Напишем ручками, наверное, да, по кайфу. Его можно к книге, помните, да, книги, смотрите, книги были задания, вот там была ссылка в первом занятии, если что, отматывайте, смотрите. В общем, там была ссылка на вот эти вот здесь экзамплы, листинги, и все это дело уже есть. То есть вот он, первый листинг, можно спокойненько скопировать и вставить, но я предлагаю вам все-таки пописать это ручками, потому что, ну, блин, почему нет, да? Писать ручками всегда интереснее. Еще если где-нибудь ошибемся, то потом как будем искать ошибку, понятия не имею. В общем, echo off, title заголовок окна. Заголовок окна. Окна. Это мы с вами наш первый скрипт. Наш первый скрипт. Ну вот команда echo, я знаю, она что-то выводит на экран. Текущий каталог. Ну, в смысле, в консоль. На экран у нас ничего не выводится, да? Выводится в консоль. Очень интересно, как называются вот эти вот символы по-человечески. Вот это вот как называется? Вот есть у нас амперсант, да, который мы знаем. Есть амперсант. А как эта штука называется? Очень интересно. Так, и, соответственно, эхо. А мы знаете, как сделаем, чтобы не ошибиться? Мы сейчас это ручками напишем, а потом скопируем оттуда и вставим на случай войны. Ну, поняли. Так, соответственно, path. И здесь мы должны указать tools от нашего пафа. Ага. Так, а вот это дело, наверное, лучше... Ну, тут на самом деле просто букву
C заменить на D. В моем случае у вас, смотрите сами, если вы на диске C ставили, то у вас ничего не... А здесь не работает, как в консоли? Нет? Эх. Я думал, он сейчас как в консольке при нажатии Tab мне будет дальше прописывать это все дело. Так, MIG 810. А, кстати, да, у меня же там, наверное, название немного другое. А я сейчас путь просто скопирую отсюда вот, да. То есть мы же берем... У меня же там и не 810, а новенький стоит. Поэтому я вот это дело, папка bin, вот так вот скопирую сюда. Вот, все, прекрасно и замечательно, я думаю. Так, паф. Оп. Редактор, видите, сразу стал штучки, которые мы уже писали, слова, он их запоминает. Так, рем, вывод версии... Ого, вывод версии gcc.exe. Эхо. Эхо. gcc version. Эхо. Точка. gcc version rem. Так, руку здесь поставлю, чтобы вывод версии g++.exe эхо. Мне что-то весело. 1000 извинений. Я должен быть серьезным программистом. Извините. Эхо. Эхо. Точка. G++ version. Пауз. Окей, вот такой вот листинг у нас с вами получился. Его бы еще... Ну, мы его сейчас сохраним там, да? То есть сохранить как? И мы имечко-то ему изменим, потому что нам нужно сохранить его в book, да? Вот здесь мы создавали book и изменить его имя. Изменить его имя, назвать его bat.script.bat. Да, script.bat. Оп! Ой, смотрите, он еще и подсвечивать сразу это начал. Вот какой прекрасный. Вот хороший, видите, какой редактор. Еще и подсвечивает. Люблю подсветки редакторов, прям балдеж. Так, хорошо. Получается, для закрытия окна консоли достаточно нажать любую кнопку. То есть мы это дело написали. Давайте рассмотрим инструкции. А давайте сначала запустим. Мне кажется, сейчас будет то же самое. Если я все правильно понял, то сейчас будет то же самое, что было вот здесь. Только, да, была, кстати, пауза. Здесь написано пауза, значит, мы увидим на консольке все это дело. Давайте запустим его. Оп, видели, да, вот мы его запустили. И получается, он то же самое сделал, что мы сделали там. И вывел нам вот эти вот штуки. Ну, в смысле, компиляторы проверил, да, версии компиляторов проверил. Соответственно, давайте посмотрим, что здесь вообще происходит у нас в скрипте. Написал первый скрипт, что радости полные штаны. Ладно, title позволяет ввести текст в заголовок окна как консоли. Title позволяет ввести текст в заголовок окна консоли. А там был заголовок окна? О, в натуре. Смотрите, заголовок окна. То есть мы здесь можем что-нибудь свое написать. Давайте напишем здесь мой или что, наш. Капсом наш первый скрипт. Ура! Что-то меня повело. Так, давайте попробуем запустить это дело. Ой, ты еще извини, что-то сегодня вообще весело. Наш первый скрипт, ура. Ладно, давайте изменим на человеческий... Что там было? Заголовок окна, да? Заголовок окна. Все, и сохраним это дело. Так, хорошо, давайте смотреть дальше, что у нас по скрипту. Title позволяет вывести текст заголовок окна консоли. Эхо выводит текст в окно консоли. То есть вот это текущий заголовок. А вообще, подождите, надо нажать и посмотреть там и сравнивать с этим. Да, чем мы как эти. Так, вот так, и вам должно быть тоже все видно. Да, прекрасно. Собственно, title заголовок окна, вот он видим. Эхо выводит текст в окно консоли, то есть первое эхо у нас был текущий каталог. Вот мы текущий каталог смотрим. C. Угу. Эхо с собачкой и точкой выводит пустую строку в конце. Это как endline или
черточка N у нас, да, получается эхо. То есть мы здесь вывели вот это вот дело, текущий каталог вывели, и вот это вот нам обеспечило вот это вот. Он объясняет. Но я сразу вам говорю, да, что я никогда не выступал здесь каким-то учителем, я просто вместе с вами изучаю, поэтому иногда я придуриваюсь сегодня больше, чем обычно, что-то настроение хорошее. Так, далее у нас получается вот это вот переменная, содержащая путь к текущему рабочему каталогу. Ага, то есть вот это вот дело показывает нам текущий каталог, в котором мы находимся, соответственно, текущий каталог. Так, нет, подождите, текущий каталог. А почему он его текущий? Заголовок окна, тра-та-ри-та-та, перешли. Ага. А почему он показывает не book, ну в смысле system book? Почему он показывает, что текущий каталог? Или текущий каталог, где находится консоль? Чуть не понял. Ну ладно, поясните, что-то немного не понял. Он же здесь должен показывать C-book, нет? В смысле, или текущий каталог? Ну да, текущий каталог, где находится этот скрипт, нет? А если мы... Давайте поэкспериментируем, еще в буке мы создадим здесь просто цифру какую-нибудь 1, и этот скрипт наш туда засунем, что покажет. Текущий каталог тоже C. Ну, в смысле C. А почему? То есть он текущий каталог консоли показывает? Или чего текущий каталог? Не понимаю. Объясните. Вот, ну ладно. Соответственно, path это переменная, содержащая значение системной переменной path. Переменная, содержащая значение системной переменной. Ну, насколько я могу понимать, вот этой фразой мы берем, и помните, мы... так, а как туда зайти-то? Где мы были? В панели управления? Забыл, где мы были. Как туда зайти-то? Забыл? Так, ну давайте еще раз вернемся к тому, как зайти в переменную path. Где это переменные? Вот это дополнительные параметры системы. Параметры системы, ну да, системой безопасности, правильно пошел, потом забыл. Системой безопасность. Далее у нас системой безопасность. Система, да. И вот здесь дополнительные параметры системы. Так вот переменные среды и системные переменные, вот этот path, насколько я могу понимать, я думал, он, кстати, в прямом эфире будет это. То есть, когда мы это запустили, оно что, сюда записывается как-то само? Или как? Переменные среды. Вот есть переменные еще среды. Здесь что, есть что? Нет, здесь немного другое дело. Ну, надо будет про эти переменные среды, может, ролик вообще снять какой-нибудь, разобраться в этом. Пиши комментарии, если хочешь тоже разобраться в пафе и сделать ролик про паф, вообще понять, что такое переменные среды, зачем они нужны и как это дело вообще работает. Вот, ладно, ладушки, поехали дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас после path переменной среды, содержащая бла-бла-бла, RAM вставляет комментарий, поясняющий фрагмент кода. RAM вывод версии, поясняющий комментарий. Ну это просто, да, это просто комментарий. RAM это у нас просто комментарий, хорошо. То есть он в консоли, видите, нигде не отображается, а просто комментарий для того, чтобы мы поняли, что там у нас есть. И вот у нас... скриншот консоли, все окей, так же, как и вот у нас все прекрасно и замечательно, только версии у нас другие. И пауза ожидает ввода, ну да, пауза здесь было понятно, что пауза делается для того, чтобы мы могли увидеть вообще это все дело на консоли и нажать кнопку для продолжения. Ожидает ввода любого символа от пользователя, если эту инструкцию брать из скрипта, то программа выполнится и окно с консоли сразу закроется, не дав нам возможности увидеть результат. Балдеж, молодежь, все прекрасно, замечательно, закрыли, забыли, но не забыли, ладно. Следующий наш, что там по времени у нас? 20 минут. Ну, как будто бы можно и тормознуть, да? Давайте 20 минут, в принципе, прекрасно. А в следующий раз мы поговорим по настройке редактора Qt Creator. В этом занятии мы с вами такие молодцы, быстренько так все прошли, все сделали, скриптик свой первый написали и прям пуф, замечательно. То есть, в общем, что вам нужно сделать? Переустановить
Cute. Если вы в прошлый раз так же, как я, лоханулись и сделали как-то не так, сделайте так, как я показал, у меня все заработало, все прекрасно. Надеюсь, потом зайдем, потом зайдем, когда в программу, может быть, еще что-то докачивать придется, но вроде бы все ок. Вот, значит, вам нужно сделать то, потом вам нужно скачать вот этот вот замечательный текстовый редактор, потом вам нужно что сделать? Там скрипт написать, скрипт написали. Вот, листинг это написали и запустили, с батом побаловались и получили удовольствие. Вот, я думаю, этого, в принципе, достаточно для нашего занятия по этой книге. Еще раз напоминаю, что самое главное, обязательно нужно поставить лайк и подписаться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 60, почти 6% зрителей с подпиской. И это просто пушка, огонь, прекрасно все. Вот, но наш с вами челлендж 70%, я уверен, мы с вами сможем побить эту цифру. Поэтому прожимаем на колокольчик, увидели новый ролик, обязательно смотрим и получаем удовольствие, изучаем здесь с вами на этом канале. Он называется «Изучаем C++ вместе», изучаем C++ по разным интересным книгам. Данный плейлист посвящен книге Николая Анатольевича Я просто боюсь фамилию неправильно назвать. Прохоренко. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно, куда ставить ударение в этой фамилии, потому что я немного не понимаю. Я запомнил Николай Анатольевич. А вот с фамилией у меня проблемы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я в следующих роликах говорил это правильно. Ну вот, в общем, занимаемся по его книге Qt 6 и пытаемся немножко разобраться вот это вот все. Увидимся с вами в следующих роликах. Все, я пошел. Пошел записывать другой ролик, потому что могу себе это позволить. Хорошее настроение. Надеюсь, оно вам тоже немножко передалось. Чуть-чуть. Все, ухожу.